Интересно, кто не знает, с чего начать тренироваться. Вот, может, кто-то хочет дома заниматься, нету времени в зал ходить. Или время свое ценят наоборот, да. Вот, у меня на канале найдете тренировки, комплексы. Вот. Так что приглашаю всех, также любителей тоже спорта, бокса. Вот, кто занимается, ребята, рекомендации, советы, приходите, рассказывайте, как тренируетесь вы, вот, чем занимаетесь, какими видами спорта. Сегодня будет тренировка, разминка, отработка ударов, техника, вот, бой с тенью. Кому интересно, можете поприсутствовать, позадавать вопросы. Вот, много видео в профиле уже есть, ребята, кто хочет начать тренироваться. Есть целые плейлисты уже и для новичков, вот, и для тех, кто уже тренируется. Как улучшить скорость, ловкость, технику. Вот, делюсь своими советами, да, делюсь своими знаниями. Поэтому приглашаю всех, подписывайтесь. Вот. Приходите на тренировки, задавайте вопросы, кому что непонятно. Вот, можно онлайн задать, прийти на тренировку на мою, да, и как раз задать вопросы, если кто-то начал заниматься. Может, есть какие-то вопросы, не знает, как там делать какие-то упражнения. Вот, пожалуйста, приходите, я в эфире стараюсь быть каждый день. Вот, ребята, стараюсь быть каждый день в эфире, да, чтобы и подсказать, если кому-то интересно, да, кто начал заниматься там по моим программам, по моим комплексам. И тоже советы, рекомендации, бокс, бодибилдинг. Вот. Кто тренируется, тоже, ребята, пишите, делитесь своим опытом, как тренируетесь, чем занимаетесь, да, приходят люди, вот, которые хотят самостоятельно заниматься, ищут новую информацию. Поэтому приглашаю всех спортсменов, начинающих, любителей, вот, для обмена опытом, для совместных тренировок, возможно. Вот. Эфир здоровья, блок о спорте, о спортивном инвентаре, о спортивной экипировке, о правильном питании. Эфир здоровья, ребята. Кто любит спорт, кто любит тренироваться, кто ищет новую полезную информацию, пожалуйста, приходите, делитесь своим опытом. Вот, смотрите, слушайте то, что здесь люди приходят, тоже делятся. Вот. Сегодня будет разминка, баскетбол. Я использую баскетбол в некоторых днях вместо разминки. Баскетбол, упражнения с мячом специальные будут. У меня есть целый плейлист там, да, упражнений, которые можно с мячом делать, вот, для развития характеристик и ловкости, и скорости. Вот. Общих характеристик тоже. Ребята, ставьте лайки, заходите смотреть, ставьте лайки, пожалуйста. Подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, делитесь информацией, чем занимаетесь вы. Вот, у меня тренировки онлайн, бокс, бодибилдинг, кроссфит, эфир здоровья. Вот, приглашаю всех. Обмен опытом, советы, рекомендации. Саш, спасибо. А я не знаю, у меня не видно. Я не вижу, может мне, ну не знаю, короче, я не вижу пока. У меня, может, не отображается еще. Спасибо, спасибо за лайк. Вот. Может, у вас какие-то вопросы есть? Да, Саш, спасибо огромное. Какие-то вопросы по тренировкам, по комплексам? Вот, задавайте, не стесняйтесь. Сейчас пока и разминка будет, вот я могу поотвечать. Вот, может, какие-то, может, что-то интересно, может, какие-то упражнения там увидели, как делать, какие-то комплексы. Вот. Задавайте, не стесняйтесь вопросы. Вот, буду отвечать. Сейчас через 5 минут уже начинается тренировка. Будет разминка, баскетбол.
Гарсия, да я даже не смотрел его. Я смотрел... Привет, ребята, всем привет, всем добрый вечер. У кого какое время суток, всем привет, да. Не, я не смотрел Эджи, я смотрел Теофима Лопеса и Бороза. Ой, не Бороза, как его? Перемещение, Александр. Перемещение. Ага, перемещение. Ну вот, сегодня будет бой с тенью, буду делать. Перемещение, что самое главное, это баланс веса. Вот, перенос веса. У меня там есть видео, вы знаете. Вот, если вы смотрите. Перенос веса. То есть основное для передвижения это остается, ничего не меняется, остается перенос веса. Передвижение самое главное, это не, чтобы расстояние между ногами не сокращалось желательно. То есть ни ножки вместе никогда не ставить. Это самая большая ошибка. Вот и начинающих есть. То есть всегда должно быть между ногами расстояние, да? То есть никогда ножки, чтобы не сходились. Это основное. Тренируйте уклоны с шагом. Вот. Тренируйте уклоны с шагом. Когда это тоже нужно в перемещении, да? Да, сегодня будет, Александр, бой с тенью будет чуть-чуть попозже, сейчас разминка будет. Тренируйте нырки, вот. Это все перемещение. Когда это все отработана техника, да, это уже можно тогда совмещать, и это работает как единое, да. То есть вы удар сделали, раз, сюда ушли. Вот это вам перемещение. То есть раз, два, вот сюда, нырочек. Постоянно. Основное это чувствовать свой вес. Вот. И для передвижения хорошее упражнение. У меня там есть бег по переменной по малому кругу. Да никак, ставь перед собой цели нормальные, адекватные, как обычно. А что, от чего восстанавливаться? Что, думаешь, что никто никогда не проигрывал? Да там кто много, кто выступает, там проигрышей столько же, сколько и выигрышей. Эджи. Ничего не надо, что надо? Ты как будто бы что там, корову проиграл или что? О, учись бить. О, спасибо. А то Алексей, хоть кто-то нормальный пришел, говорит, учись бить. Спасибо, Алексей, большое. Вот. Будем учиться. Мы учимся каждый день. Вот приглашаю тоже людей. Вот, Александр, передвижение по малому кругу, смена стойки и в разные стороны, да, смена положений, смена стоек и смена направления движения. Это очень хорошо для передвижения. И прыжки, да, представляете, что вы прыгаете через лужу, да, вот лужа, и вы через нее перепрыгиваете, вот. Вот это основное для передвижения, вот основное движение. Вес на переднюю ногу перенесли, оттолкнулись. Да, спасибо, Алексей. У нас тренировка, да, я в курсе. Спасибо большое. Я помню. Вот, я помню. Да не, на этом не зацикливайся, Эджи. То, что уже было, его уже нету того времени. Там отдал, не отдал. У меня такое было. О, Саша, привет. Привет, друг. Спасибо большое, взаимно. Да, сейчас начинаю тренироваться. Вышел. Вот. Сейчас тренировка. Сегодня бой с тенью с отяжелениями будет. Эджи, у меня было такое, что первое... Спасибо, Александр, спасибо большое за комплименты, очень приятно. Я сам стремлюсь, когда-нибудь видео запишу, если получится. Вот. Спасибо, ребята, большое. Тренировка в домашних условиях, да, гирями можно делать, но я не рекомендую большим весом делать, да, потому что все равно тормозит удар, потому что вы не сможете гирей быстро делать, да, не, вообще для силы удара гири используют, конечно же. Вот. Это для того, чтобы нарастить силу. Но именно чтобы, это я со своих рекомендаций даю, и не только, да, как бы это практика уже она широкая. То есть лучше заниматься чуть-чуть, вес от килограмма до 3 гантелями в каждую руку, чтобы нагружать каждую руку параллельно, и стараться это делать, как обычный вы удар делаете, да, вот когда вы работаете с такой же примерно скоростью. Вот, чтобы загрузить максимально, загрузить, понимаете, потому что, гирями вы сила, да, но можно потерять скорость, вот, можно потерять скорость, поэтому я не рекомендую, мое мнение, я рекомендую заниматься максимально 2-3 килограмма, максимально работать с весом для боксеров, вот. Ну, конечно, если вы супертяж, если у вас 120 килограмм,
там 105, 110, ну, можно и гирем. Ну, я знаю, потому что у меня 112 было, я знаю, что такое боксировать в тяжелом весе. Я и штангами занимался по 150 килограмм, но это ничего особо, ну, как бы там на удар работа, да. Вот, это зависит еще, Александр, ой, извините, Александр, тренировка в домашних условиях, это зависит еще от веса, в каком весе вы боксируете, понимаете. Вот. То есть, если в супер тяжелом, ничего нету запрещенного вообще. Наоборот, там надо, ну, на один удар. Вот я работал на один удар, да. Поэтому я жал и железо, и таскал, и все на свете. Но если же у вас вес меньше 90 килограмм, вот, то я не рекомендую, потому что удар будет... Я переучивался вообще с супертяжелого веса, вот сейчас у меня 90, а я в 112 боксировал когда-то. И у меня ушло очень много лет переучиться. Ну, потому что ты работаешь на один удар, ты ходишь, раз, где-то подсел, да, выкинул, да, или прямым поймал, или жебом поймал, правым добил, да, ну, то есть, если тяжеловесы, кто смотрит, они понимают, ну, и вообще ребята, кто занимается, вы, думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Вот, а когда у тебя меньше 90 килограмм, 70, а что-то 3 плюс, Александр, я не понял. Да, есть такая тренировка, я видел, ребята занимаются, я видел видео, спасибо большое. Вот. Я понимаю, о чем вы говорите, я понял. Висит гиря, вы резиной здесь, да, за резиной держите ее. Да, спасибо за информацию. Вот, если можно, скиньте. Сюда не знаю, можно ссылки кидать или нет. Просто я сейчас не буду выходить. Ну, я знаю, я видел, и Дима Билов занимается, я видел шоты. И, ну, еще кто-то, я не помню точно. Ну, Билов точно вот недавно видел такое упражнение. Висит гиря, да, и идет работа такая, как бы не сама гиря в руках, а резина. Ну, может, когда-то попробую, у меня свои техники, да, ну, уже проверенные там они годами. Но вообще правильно вы пишете, да, надо... Я не пойму, честно, что типа больше 3 делать, что больше 3. Ну, у меня в день или что, ну, я по 3 шота, по 4 стараюсь выпускать там с какими-то важными, да, то, что вот на тренировках мы разговариваем, там какие-то темы. А как 3? Ну, 3 это много, ну, я в неделю, может, 1 или 2 делаю, у меня бывает времени так нет, что делать. Ну, вот эфиры ж остаются тоже, Александр. Спасибо за комментарий. Чуть-чуть в футбол поиграл. Вот, ребят. Поэтому, да, то, честно, я, может, не пойму просто, что вы имеете в виду. Я делаю, ну, периодически 2 видео, может, 1 в неделю у меня выходит. Вот эфиры ж там тоже выходят. Вот. Поэтому, да, вот спасибо за... Да я, кстати, думал об этом упражнении, надо будет его, может быть, попробовать, потому что тоже надо чуть-чуть обновлять. Как сказать, общую физическую подготовку, да, немножко первая разминка. Да-да-да, ну я знаю, я понимаю, о чем вы говорите. Я делаю гантелями такое, да. Да, лежа на полу жимгир. Да, то есть ты не опускаешь, локоть не заходит ниже горизонта. Я знаю это упражнение. Но я делаю его гантелями. Тоже, чтобы локти сюда не заворачивать, как тяжелая атлетика, да, как в бодибилдинг. Чтобы локти не заворачивать, просто они здесь останавливаются на уровне работы вот удара. Я еще делаю разворот, да, ну, это в бодибилдинге это называется разводка гантели. Я с Украины, Александр, с Украины. Вот это разводка называется, вот гантелями. Я тоже делаю лежа, вот, и когда развожу, да, ладошка открыта сюда в середину, а когда свожу, ладошки вниз. То есть, ну, если стоя делать, ладошки вниз. То есть я разворачиваю, вот. Ну, как удар вот идет, вот, я тоже, у меня там есть видео.
В общем, да, я тоже стараюсь упражнения делать. Спасибо за лайки. Тоже упражнения делаю под... ну я с Сумы, я там на севере. Вот. Стараюсь делать все упражнения, да, за акцент на бокс. Вот, я смотрю тоже, я читаю и смотрю и книги, и диссертации там есть всякие по боксу интересные. Ух ты, чуть не сбили мячом. Так что да, спасибо, что зашли, да, пишите, интересно, какие еще упражнения. Вот. У меня тоже, ну я много, в основном сейчас силовую я делаю резиной с пандерами, потому что, ну, я в свое время занимался тяжелой атлетикой, ну, ребята говорят, пауэрлифтинг, это правильно называется, не бодибилдинг, а пауэрлифтинг. Вот, и у меня как бы были там свои тоже достижения кое-какие, и, ну, и мне, в принципе, мне не, ну, я считаю, что мне достаточно того, что я имею, да, как сила удара. Я не сильно стараюсь не загружать большим весом, тем более я переучивался, да, я же говорил, больше 100 килограмм было, переучивался, сбрасывал вес, и сейчас больше стараюсь работать на... Да, стараюсь больше техника, вот, скорость. Я чередую. Саш, да, ну, печень, печень надо защищать, вот, ручка должна быть всегда прижата, на всякий случай, потому что печень можно получить, да, это так и есть. Особенно удар заносится, да, снизу, всем весом туда. Вот. Я делаю разнообразными способами, меняю и подводящие упражнения у меня там есть, да, и разбиваю на сеты, и делаю целиком, и увеличиваю количество повторений в упражнении. Вот. Могу одну неделю, допустим, резиной, с пандером загружаться, на следующую неделю гантелями. То есть я разбиваю, чередую, может, одни и те же упражнения, только с разной техникой выполнения. Да, если мне надо скорость, то я делаю маленьким весом. Если надо сила, чуть-чуть добавляю вес, делаю меньше повторений, суперсет можно сделать. Если же надо скорость, да, сушка, то делаю больше повторов и больше повторений. Саша, ну вот упражнение, да, становитесь, вот мячик можно ловить. Это вот одно из упражнений, да, которое развивает и скорость, и внимание. Вот это самое элементарное. Вот, становитесь, вот, и работаете вот, может, становитесь или в боевую стойку, или во фронтальную, вот, можете работать. Есть упражнения, можно монеты тоже так кидать, но это на реакцию, да, у меня там есть видео, вчера, по-моему, выложил, или сегодня. Вчера, вот. Мяч с рук падает, да, но вам тогда надо на реакцию, да, что вам еще такое посоветовать на реакцию. Мяч падает. Вот, попробуйте большим мячом, то, что я делал, то, что я сегодня буду делать баскетбольным. Бьете мяч и под мячом двойку делаете и ловите мячик. Ударили, двойку сделали, поймали мячик. Тоже ударили, мячик поймали, вот. Старайтесь делать не спеша, научитесь, можно, потихоньку ловите, да, мячик подкинули, поймали, подкинули, поймали. Можно купить легкий файтбол. Файтбол легкий, это повязка на голову, да, с резинкой. Купить с легким мячом, чтобы вам было легко по нему попадать. Не с тяжелым, а с легким. И потихоньку. Да, ну я Саша, я же это пропагандирую, ты же знаешь, ты же приходишь постоянно. Вот, Саш, ну вообще я рекомендую стандартные упражнения, да, это мячик, монетки, вот, это для реакции очень хорошо. И еще... Да что-то я вообще не вижу лайков, может мне не показывает, вообще ни одного нету. Вот, у меня сейчас... еще стараться делать упражнения на мелкую моторику и на крупную, потому что когда делаешь, вот я показывал там видео, да, различные упражнения, да, руками, там, каждой частью тела, ну, не частью тела, а стороной, противоположные упражнения, это развивает мелкую моторику, грубую, да, и улучшает и реакцию, и ловкость. То есть надо делать еще полезно, если вы правша, развивать левую руку. Вообще не вижу, ребята, реально вообще ни одного лайка нету. Ну, теперь есть.
один вижу, сейчас один я увидел. Вот, рекомендую развивать, вот, допустим, если вы правша, развивайте левую руку, пишите там левой рукой, я не знаю, здоровайтесь, режьте. То есть развивайте ту сторону, которая не развита у вас, но это для бокса. Спасибо, один лайк только, ребята, я вижу. Вот, для мотивации, для желания тренироваться нужно постоянно менять свои тренировки. Вот, абсолютно вы совершенно правильно все пишете, конечно, все совершенно верно. Я для разнообразия, у меня каждый день я стараюсь, да, вот у меня сегодня баскетбол, вот, да, сейчас начинаем уже. Для разнообразия я тоже это делаю. Вот, один день баскетбол, один день пробежка, один день разминка, то есть каждый день стараюсь и меняю упражнения тоже, и направление, технику упражнений, вот. Так, у меня Эджи, смотришь ты еще, Саша, да, брат, я знаю, ты же знаешь, я это пропагандирую. Я уже 50 насыпал, должны быть. Наверное, Саша там один ставится только. Ну, я не знаю, я вижу один лайк. Да, не заморачивайтесь, нормально. Вот, все хорошо. Главное, что у нас есть движение, что мы разговариваем на общие темы. Вот, и интересно, да, и людям, и что-то новое каждый узнает для себя. Эджи там спрашивал, вот, соревнования, как восстановиться. Ничего, просто вообще забудь. Брат, если ты смотришь, забудь, это уже, да, событие, оно уже прошло. В твоей жизни ты уже на него никаким образом не повлияешь. Понимаешь? Ну, вообще никаким. Вот я себя отучил, ну, тоже такой был, да, там оно иногда что-то там. Это самое худшее, что может быть, это вот это думать за то, что уже прошло. Я тебе реально говорю, просто для себя запомни, что это самое худшее, что ты это помнишь еще и плохое, что-то. Вообще не надо этого помнить. Ты уже на это событие не повлияешь никаким вообще образом. Оно уже прошло, его уже нет, оно не существует. Вот. Ты себе просто засоряешь голову ненужными моментами. Ты четко для себя построй план, что у тебя не получилось, какую ты сделал ошибку, и над ней работай. Все, работай над этой ошибкой. Что ты можешь максимум сделать, это исправить и не допустить больше в следующем те же ошибки, которые ты допустил в этот раз. Все, вот это я так лично. У меня такой подход, прошло, вот, что ты ничего не сделаешь, брат. Ничего вообще не сделаешь. Поэтому я рекомендую его отпускать, забывать, вот, и работа над ошибками обязательно. Вот, обязательно я в тот же день сразу. У меня тоже Эджи, у меня было такое, что первые места вот так, отдавал, просто то жалко, то, какой-то глупости какие-то были в голове. Вот, то, реально это было действительно. И ничего вообще, оно никому уже не надо, ты уже это все прошло. А вот работа над ошибками, это очень важно. Это очень важно, когда ты осознанно знаешь, анализируешь свои ошибки, сразу же начинаешь их исправлять. Вот над этим подумай. Акцентируй свое внимание, свои мысли, все на том, что тебе надо исправить. Вот. И все, и займись делом, а мысли отпусти. Вот. Ребята, тренировки онлайн, не знаю, я один лайк только вижу. Тренировки онлайн, вот, приходите каждый день, стараюсь выходить в эфир, очень много комплексов. Вот. Да, тренировки в домашних условиях с гирями, да, вот это у меня тоже такой подход, да, мне 40 лет уже, но это я не жалуюсь там и не... Вот, это такое начало разговора с того, что мне 40, я себя чувствую прекрасно. Я имею в виду, что я уже тоже это с годами, да, к этому дошел, и я стараюсь вообще разнообразить, у меня там всяких резин, гантелек, всяких маленьких эспандеров, больших, резина борцовская, мячики, монетки, я постоянно, да, стараюсь разнообразить. Ну, а есть базовые упражнения, это понятно, это база, да, боксерская, это там перенос веса, разворот корпуса, да, постановка удара, нырки, уклоны, то есть, база. Базу я периодически прорабатываю, повторяю. А на силу, на выносливость, это бег трусой, бег на носочках, различные, да, эспандеры, различная резина, то есть я постоянно не экспериментирую, то есть меняю, то есть и количество упражнений, и технику выполнения, и нагрузки, но большими весами я не работаю, вот, стараюсь не работать, у меня гантели максимально 12 килограмм одна, и то я это очень редко этот вес одеваю, это шраги, максимум шраги, там может какие-то упражнения на молотки, да, такие вот замкнутые, да, на бицепс или на предплечье, или же шраги, да, ты просто поднимаешь
все знают, да, шраги, что это такое. Вот. Поэтому я большими весами не занимаюсь, и я не даю такие рекомендации у себя, да, что если кто боксирует именно. Но если у человека больше вес большой, ну, тяж, да, супертяж, или человек просто крупный, то ему, конечно, проще перегонять. Понятно, что он возьмет сейчас 3-килограммовые гантели, будет махать ими полдня ходить. Конечно, ему лучше начать с большого веса перегонять, да, в силу, допустим, лишний вес, тот же самый свой. Либо же работать просто на силу, может человек просто сам по себе большой, да, там 110 килограмм. Да, тогда, конечно, это нужно делать. Лежа, выброс гантели, вот, выброс штанги, лежа, то, что вы говорите, тоже, только, ну, не вешать 150 килограмм, вешать 50, да, и максимально делать выброс штанги. Конечно, это нужно делать. Вот. Поэтому у кого за 100, да, супертяжи, тем рекомендую, потому что там нету другого варианта. Вот. А тем, кто меньше, ребятам больше техника, больше на ногах работать. Вот. Больше работать с резиной, с эспандерами. Ну, такие мои рекомендации. Потому что я боксировал и в супертяжелом весе, и в крузервейте, и в среднем. Вот, поэтому я вот это все прошел, я это видел, как тренируются. Ну, и сам тренировался, понятно. Вот. Поэтому такие советы могу дать. Вот. Да, ребята, кто может заниматься тоже, как тренируетесь, какие упражнения делаете, чем занимаетесь, пишите, не стесняйтесь. Вот это эфир здоровья. Разговариваем о боксе, бодибилдинге, о борьбе. Вот. Делимся своими знаниями, да, своими достижениями какими-то. Вот, пожалуйста. Всех приглашаю подписываться. Смотрите видео. Может, кто хочет начать заниматься, не знает с чего. Вот у меня много видео для начинающих. И общие укрепляющие тренировки, разминки. Ребята, что-то чат. Я не пойму, нету сообщений или... О, ребята, я и мы за ЗОЖ. Запомню, да, спасибо. Правда, что когда ходишь, отключаю. Мне тоже связаться. Заниматься 35 лет вообще. Ага, Александр, хорошо. На каждом видео мало. Ой, я не знаю, я честно, я не сильно, может, там еще не разобрался. Ребята, я не видел смс, наверное, у меня интернет висел. Я так рассказывал долго, вот, только что не знаю, там кто-то слышал, не слышал. Вот. Я для себя, Саша, я для себя... Да, заходите, Александр. Я для себя, у меня так, я соревноваться еду. Ну, оно же называется соревнование. Я для себя еду соревноваться, у меня есть свои методики, свои практики, своя техника какая-то, да, свои там секреты какие-то. Вот я еду соревноваться с людьми, да, просто, ну, как бы, это, ну, мужиков, оно в крови, да, охота, вот, соревнования какие-то, да, но это гормоны, тестостерон и все остальное. Это я для себя просто четкий план выстраиваю, для чего мне это нужно, да, что я хочу от этого, зачем мне это нужно, да, и все, и абсолютно нормально. Если человек без плана, не, как мозг отключать? Мозг отключать нельзя. Наоборот, надо постоянно во внимании быть, мозг должен постоянно быть, активно работать. Какие инстинкты? Инстинкты, так, наоборот, мозг должен работать, а инстинкты спасают. Нет, отключать ни в коем случае ничего нельзя. Сосредоточенный постоянно, ты должен сосредоточенный работать, вот, постоянно смотреть, как работает соперник, да, наблюдать. Ты должен проанализировать за 1-2 раунда, ты должен проанализировать, у тебя сил хватит, ну, это вообще всегда в бою 2-3 раунда идет, ну, если друг друга не знают люди, идет, ребята, я начну разминаться потихоньку, чтобы потом до 10 вечера буду заниматься. Идет анализ, да, то есть разведка это называется. Вот. Для чего она нужна? Она для этого и нужна, чтобы посмотреть, как работает, да, соперник, как двигается, какие вот, есть финты, там, да, если он уже начнет там это показывать. Вот, поэтому, ну, инстинкты включаются, когда уже
когда уже 5-й, 6-й, 7-й раунд, да, когда у тебя уже сил нет, когда ты уже все попробовал, когда ты уже все попробовал, да, вот тогда уже включаются инстинкты, да, ну, инстинкт выживания там и так далее. Вот. Так что, а наоборот, первые раунды ты должен проанализировать. Не, отключается, да, вы правильно написали, он отключается только, да, когда уже ресурс израсходован. Ресурс для чего работается? На выносливость, на, вот, на тайминг. Для чего делается упражнение? Для того, чтобы ты можешь еще... Sorry. Чтобы ты мог переиграть, да, если ты вышел на соревнования, чтобы ты мог... Конечно, ну, конечно, так а что ты выходишь наоборот, ты что тут ждешь, бывает. Конечно, Саш, ну смысл, понимаешь, для чего это все, да, чтобы вот, человек был занят чем-то. Вот, у нас у мужиков это в крови, да, соревнования какие-то там, вот, спорт. Вот. Это нормальная тема для меня, допустим, я другой себе жизни, да, ну, понятно, все, наверное, спортсмены так. Вот. Плюс, да, снять. Для обычных людей вообще я рекомендую, у меня там видео есть, как снятие стресса, да, пришел домой, грушу побил. Вот, тебе не надо ни в зал, никуда, да, ехать, время тратить, деньги. Грушу купил, повесил. Ой. Поэтому, конечно, вот, поэтому в боксе акцент большой на выносливость, на тайминг, вот. Много кто, у кого, понятно. Вот, вес, особенно средний, до тяжелого, очень большая работа проводится на ногах. Вот. Потому что если ты вышел, у тебя лучше подготовка, выносливость. Ну, понятно, что ты и так уже выиграешь, как минимум по очкам, да, если там не... человека не вырубишь, но выиграешь по очкам. Поэтому я, Саша, так лично готовлюсь. Ну, для себя настраиваю, что я еду, как говорится, себя показать и людей попугать. У меня есть такое выражение. Себя показать и людей попугать. Вот, ребята, разминка. Вот, упражнение с мячом я сегодня показываю. Ну, так, кому интересно, если... Вот, там у меня есть видео, да, плейлист, целые упражнения с мячом. Кто хочет, вот, можете найти. Вот, я делаю баскетбол и разминку с мячом специальную, да, прокручиваю. Вот, вместо этого у меня один день, я заменяю обычную стандартную разминку игровыми видами спорта. Да, да, ну или же так, Саша, да, или же тот же файтбол купить. Вот. Да, совершенно правильно. Вот, ребята. Так что, кому интересно, там есть плейлист. У меня можете посмотреть. Вот. Такая у меня сегодня разминка с мячом, упражнения. Спасибо, ребята, за лайки. Не знаю, у меня всего 2 лайка стоит. Обычно всегда там 7, 8, 9. Может, что-то глючит у меня. Не знаю, я только 2 лайка вижу. Соревнования, Саш, потому что это заложено, да, даже на, как сказать, и на гормональном уровне, да, и на всяком, да, там, дофаминном. Вот, потому что ты, если какую-то цель для себя ставишь, и ты должен ее достичь, да, вырабатываются гормоны положительные, да, всякие. То есть, ну, человек воодушевляется, да, то есть, если что-то там случилось, наоборот. То есть, когда ты ставишь какую-то цель, да, ее добиваешься, то вот, и положительно влияет вообще на весь организм. Так же самое в обратную сторону. Но расстраиваться не надо, идти к цели надо все равно, да, если там проиграл, не проиграл, разницы нет.
И то же самое в спорте. Да ничего страшного, ребята, забейте. Вообще, ну, там не особо ничего не... Вот. Для меня, допустим, в спорте это основное. Да, ты тренируешься годами, вот, и едешь. Это же для тебя цель, да, чтобы там получить. Ну, для меня даже не сколько там те медали, опыт получить, да, какой-то положительный. Знакомства какие-то интересные, да, узнаешь что-то новое. Вот, раньше таких возможностей не было, сейчас интернет есть. А раньше такого не было, люди, ну, Саша, ты же должен помнить, как в подвалах, да, тренировались, нельзя было, то еще что-то. Вот. Ну, тоже ж наш ровесник, вот, тренировки с гирями, тоже ж наш ровесник, мне тоже 40 лет. Вот. Так что, ну, поэтому вот тебе и мотивация, да. Ну. Тренируешься, чтобы или ты победил, твои знания, к чему они тебя привели, твои тренировки. Ну, не победил, ничего страшного, поработал над ошибками, вернулся, в следующий раз победишь. Ничего страшного, то есть улучшаться. Уже у тебя стимул, наоборот, должен, вот Эджи спрашивал, а что делать? Стимул, наоборот, улучшаться, стать лучше. Вот. В следующий раз уже выйти и не сделать ни этой ошибки, не повторять их. Вот. То же самое единомышленников, да, находишь. Поехал на соревнования. Ну, да, у каждый по-своему, да, как-то пришел. Вот я тоже, да. Мне нравилось всегда. Мне всегда нравилось. Вот я начинал с карате. Вот. Но вообще, Саша, я не сторонник, ты знаешь, я тебе говорил это. Вот я лучше пойду, пусть они там дальше кричат. Сейчас уже, ну, в принципе, это и надо было и всегда делать, но осознание пришло там после 30, грубо говоря, да. Ну, смысл, если ты тренируешься каждый день, да, там быстрее их в 3-4 раза, ну, какой смысл? Ты ж не... Ну, если я не вижу просто смысла, понимаешь, абсолютно никакого. Вот я не вижу, Саша, смысла. Ну, вообще, да, видишь.
Если уже, конечно, у тебя безвыходная ситуация, да, если тебя в угол загнали, ну, конечно, понятно, да, или заступиться за кого-то, вот, за того, кого загнали, да, тогда да, ну, а так, ну, по крайней мере, себе, для себя, да, ты что ты будешь, ну, что ты там добился, да, победил тех, кто не умеет боксировать, да, или... Я думаю, все рано или поздно придут к этому. Вот только просто главное, чтобы не поздно было, Саша. Вот меня быстро привели в чувство, да, тоже были определенные ситуации, да, вот как ты пишешь. Ну, у меня повеселее были, да, долго рассказывать. Вот, поэтому, ну, я не знаю. Я тем, кто не верит, ну, сочувствую, если честно. Ну, понятно, что тоже иногда там что-то, может быть, перегибаешь где-то палку. Вот. Ну, а что тогда? Что остальные, те, кто не верят, что от обезьян, да, тогда, или от кого? Вот. Ну, тоже не особо вариант, да, от обезьяны, я думаю. Саша, а люди святые, да? О, Саша, Александр вернулся, тоже тезка твой. Саша, а люди, которые жили до нас, да, на нашей земле, которые просто поступки хорошие делали, помогали людям, вот, какими-то своими действиями, да, верой, молитвой, они же были, они существовали, они ходят, ну, они же были, понимаешь? Вот, поэтому, как не верить, Саша? Вот. По крайней мере, вот, можно равняться на таких людей, да, ну, я лично так делаю, потому что другого смысла я не вижу в жизни уже давно. Понятно, что мы не идеальные, все, нету идеальных людей, но я стараюсь жить, да, по тем скрижалям, которые Моисею оставили. Вот. Про что стрим про спорт, друг. Спорт, разминка сейчас. У меня блок бокс, бодибилдинг, легкая атлетика, вот, комплексные тренировки. Вот, в процессе. Вообще общаемся на разные темы. Вот. Ну, основная это спорт. Бокс, бодибилдинг, кроссфит, легкая атлетика. Шаман, приветствую, всем хорошего вечера. О, сегодня ничего себе народу сколько поприходило, ребята, спасибо. Вот. Спасибо. Так что это эфир здоровья. Все о спорте, о том, кто хочет начать заниматься. Да, я веду эфиры для тех, кто уже занимается, обмен опытом. Вот. Советы, рекомендации. Рассказывайте, чем занимаетесь вы. Вот, делитесь своим опытом. Саша, по поводу скорости еще. По поводу скорости. Я сегодня буду делать упражнения. Да, спасибо, друг, спасибо. Да, ну, в этом смысл эфиров моих. И я для этого и сделал, да, канал. Вот, чуть-чуть как-то людей, да, чтобы какое-то единство было хоть в спорте, учитывая, да, что в мире происходит. Вот. Типа такого, вот, как-то так, короче. У меня лично, не знаю, там как у кого еще. Вот. Ребята знают, я свое мнение не меняю. Вот. Вернее, я меняю свое мнение, только дураки свое мнение не меняют. Я имею в виду, что о том, для чего я веду эфиры, вот, то, что я сказал, да. Не знаю, Шаман, что это за АРБ, я не в курсе. Я не знаю.
А, Саша, я вам рассказывал. Александр, который все время мне комментарии пишет. Самый лучший. Пожалуйста, Александр. Самый лучший этот самый мой, как сказать, подписчик. Да, ну, друг, я друзья все ребята называю. Я вот всех, кто, с кем все общаюсь, для меня это все друзья. Вот все братья. Вот, потому что мы все тут одинаковые. Я так простомысленно, у меня такое мировоззрение, так что не обижать. А кто может, ну, как бы для меня нет разницы, да, если я говорю, что брат, для меня братья все и сестры на земле, ну так вот. Армейский рукопашный. Не, я не знаю, Шама. Я уже вас где-то смотрю полгода. Саш, спасибо, мне очень приятно, честно. Вот. Я сейчас вам рассказывал, кстати, Саша. Вот. Я буду сегодня делать борцовской резиной выброс на скорость, на прямые. Это тоже на скорость и на ловкость, тоже упражнение. То есть вы резиной работаете, но если у вас нет борцовской резины, то хотя, я думаю, там в Украине можно купить, проблем нет. Мне с Украины, кстати, передавали, я тут не нашел. Вот. Выброс на скорость. Да, вообще, Саша, вообще вопросов нет. Я ж сказал. Да, все стесняются, думают, да ладно, что он там все правильно говорит, что ему там те лайки ставить. Ну вот, становитесь и делаете. Да, я буду сегодня делать суперсет, бонсари. Делать, делать выброс прямых. Сегодня я буду делать. Сейчас, одну секунду. Ну, ребята, все, уже я размялся. Боевой самбо. Сейчас, ребята, растяжка стоп. Вот. Это на земле делается упражнение. Так что, Саша, выброс попеременный, да, становитесь во фронтальную стойку. И попеременный выброс резины прямые, да, обычные. Вот, обычные прямые. Я буду сегодня делать, можете посмотреть. Суперсетом сделали 30 раз, отдохнули, еще 30 через 15 секунд, или же по, ну, я по 50 делаю. Вот, это тоже, резина тоже дает на скорость. Со временем быстрее начнут руки вылетать. Тоже с маленьким весом работа, с гантельками. Вот. Тоже сегодня буду делать. Вот, так что, вот, я рекомендую, Саша, вот эти упражнения. Ну, бой с тенью с гантельками, вы поняли, килограммовые. Вот. Оно тоже влияет все на скорость. Со временем улучшается скорость. Вот. Поэтому сегодня как раз я буду все эти упражнения делать. Ребята, когда делаете это упражнение, носочек тяните. Той ноги, которая лежит, тяните в противоположную сторону, да, от головы. Вот, чтобы эффективно, максимально растянуться. Вот, и для лимфы полезно это тоже. Когда вы вытягиваете, да, или руку же, либо ногу. Вот. Ну, отлично. Нету, да, Шаман. Я понял, про кого ты говоришь, парень, то, что недавно на соревнования ездил. Я понял, про кого ты говоришь. Вот. Так, да. Все, ребята, сейчас отработка ударов уже у меня. Пишите, я все вижу. Буду отвечать. Сейчас обычно отрабатываю просто техника, да, прямые, боковые, хуки. Вот, удар по корпусу. Саша, надо делать обязательно раз в неделю для мышечной памяти. Я его делаю уже больше 20 лет. Вот. Это о том, что
о том, когда у тебя, да, сегодня писал человек, о том, когда отключился мозг, осталось, да, ну, я имею в виду, когда уже силы закончились, да, когда уже остались одна. Вот. Ничего себе. Стас Z. Ох, ни хрена себе. Да не готов к таким вопросам серьезным в Ютубе, друг. А ты для кого интересуешься? Кто ты такой вообще? Откуда такой резкий Стас Z? Ничего себе. Поэтому, Александр, я отрабатываю, да, что вот как сегодня писал человек, когда боксируешь, да, отключается уже мозг, уже перестаешь думать, остаются одни инстинкты. Вот, чтобы ты на инстинктах, у тебя мышечная память, ты работаешь на технике, да, у тебя остается, уже сил нет, но ручка у тебя все равно летит, да, так и за счет техники, за счет того, что ты годами отрабатываешь. Вот. Да ну так а что, если он не видит, что человек там у него в экране, то я ж не знаю, как на этот вопрос ответить. Ну, он меня просто так тяжелое, затруднительное положение ставит своим вопросом. Ну, я ж не знаю, что с ним происходит. Если он в экране не видит человека, у него вопрос, ты кто ты такой, может, у него галлюцинации, откуда я знаю. Что мне ему ответить? Вообще у меня такое, наверное, да, лет в 15 крайний раз спрашивали, да. Вот. Поэтому мне, ну, немножко неадекватно слышать эти вопросы. Вот. Там, где я жил, мне такие вопросы вдруг не задавали, понял? Вот. Я думаю, ты бы тоже бы там бы их не задавал бы уже. Я сегодня, Саша, это делаю как разминка, да, Александр? Вот. Вообще, в основном всегда до войны я приехал 28 января в Европу. Первый раз в своей жизни приехал, это было вот в таком положении. Ну, слава Господу Богу за это. Ух ты, ничего себе. Ничего себе. Серьезные какие-то. Вон тебе ответили на вопрос, кто они. Он спрашивал, Стас, вон, смотри, тебе отвечают. Видишь, коротко и понятно. Сразу человек в чат заходит и представляется. У меня написано, кто я там. Почитай. Да, Саша, хорошо, Саша. У меня там написано, друзья, кто не знает, кто я. Там есть описание, вот. Ну, вы тоже, я смотрю, не стесняетесь, вот люди пишут сразу. Вот. Так что... Арсен, ничего себе. Класс. Вот. Так что отрабатываем вот. Для того, чтобы была мышечная память.
как говорил Брюс Ли, да, я боюсь не тех, кто отрабатывает множество ударов, да, то отрабатывают одни и те же годами. О. Поэтому рекомендую, да, прорабатывать как и технику, да, так и скорость тоже можно. Да это они сами представляются. Я же говорю, у меня написано там выше, а это представляются. Вот то, что они пишут, это они, ну, что вы не понимаете, ребят. Это шот конкретно. Вот. Да не обращайте внимания, это несчастные люди, ему хуже в 300 раз, чем вам все вместе взяты. Это, ну, обиженные или там, я не знаю, ну, просто несчастные люди, что, ну, не надо, не засоряйте, ребята, чат, не засоряйте чат. Это несчастные. Та не звертайте уваги, ребята, ви що прикалуєтесь. Я вже привик к этому, ну. Так що не звертайте уваги. Раньше я это самое, они, знаешь, хоть там разгоняли чат, а сейчас я их просто блокирую. Ну зачем они нужны, они засирают, может человек что-то напишет важное, да, вопрос какой-то задаст, а там вот это нечисть всякая, глупости всякие, ну зачем оно мне надо? Я серьезно отношусь, да, к тому, что я делаю, и как бы и к людям отношусь серьезно, да, которые ко мне приходят, вот поэтому спасибо, Саш, спасибо большое. Да, они вообще, вот. Поэтому я просто сейчас даже на них даже время я не трачу, зачем это надо? Им хуже, поверьте, ребята, им хуже в 1000 раз, чем нам вот здесь. Ну, 100% человек не будет, во-первых, там и с психикой проблемы, еще, возможно, с чем-то. Ну, не будет писать, даже если он супер какой-то спортсмен, а я хуже него, да, он никогда, он наоборот напишет: друг, вот это ты делаешь не так, да, сделай вот так вот лучше. Он или даст совет, или просто мимо пройдет, да, ну, короче. Просто на этих людей не надо обращать вообще даже внимания. Им в 1000... Им в 1000 раз хуже, чем нам здесь всем. Поэтому вот. Человек не от хорошего пишет глупости, обзывает, да, людей, которых он не знает, ну, оскорблять. Это, ну, вообще, это же как бы, ну, с психикой серьезная проблема.
Поэтому, ребятки, не тратьте энергии на негатив, на всякий, да, лучше о чем-то хорошем подумайте, вот, о том, что приносит, да, какую-то радость, какое-то добро в жизнь окружающим, себе. Вот, так что... Не, ну, понятно, шаман, ну, так что, а если человек придет, да, вот, и будет задавать вопросы, у меня же канал не для них, ну, как бы для всех, ну, не, ты понимаешь, о чем я говорю, да, ну, если немножко, да, не в себе там приходят. У меня же для людей, кто хочет что-то научиться, да, кто хочет, вот, развиваться, понимаешь, а я на них время трачу, зачем они мне нужны? Если у него проблемы, может, он там обкуренный какой-то или обнюханный, вот, или, ну, понятно, что я 100% неадекватный. Зачем мне, ну, человек, я пропущу, он напишет мне 5 сообщений. Я их пропущу, да, и человеку не подскажу. Вот сегодня Эйджи приходил, говорит, как мне то. 1000 сообщений сразу посыпалось. А если еще такие будут писать, еще, да, то, ну, я буду просто пропускать то, что мне надо, к чему я стремлюсь здесь. Саша, это я делаю технику. Конечно, ты в разном темпе делаешь. Раз, два, да, поделал, раскачался, да, вот, поделал. То есть это техника. Я прорабатываю мышечную память. Я ее постоянно просто делаю одно и то же. Постоянно одно и то же. В процессе, когда ты делаешь, темп меняешь. Ну, если ты уже отработал, если ты делаешь качественно, то меняешь темп. Если новички, то делают медленно. Вот, делают медленно, проворачивают ножку, выкидывают ручку. Вот, все делается медленно. Вот в таком темпе. Вот. Если ты уже на опыте, то темп постепенно меняешь. Да. Ну, шаман, мы же уже с тобой разговаривали, если новички, то, ну, в голове держать, что надо вернуть руку по той же траектории очень быстро. Я, Саш, ну, посмотрю, ну, как бы видел бои, да, но сейчас, когда больше защиты начал уделять внимание, обязательно посмотреть. Вот, я посмотрю, Саша, обязательно. Вот я себе скрин делаю, когда мне там интересно. Да, отпал микрофон. Вот, Саша, да, посмотрю. Я, ну, видел бои его, конечно, но я особо в защите не наблюдал там как, что. Вроде все работает. Сейчас, да, вот сделал скрин, я уделю внимание, я посмотрю обязательно, потому что я сейчас разную защиту прорабатываю в разных стойках, разная техника, вот больше внимания начал уделять защите. Я посмотрю, потом, Саша, поговорим, поделюсь своим мнением, то, что я увижу. Вот. Так что, так, теперь у нас, что у нас там идет? Вот, ребята, у меня сейчас уже бой с тенью будет. Так, первый раунд. Сейчас нормально слышно? Я посмотрю, Саш, потом поговорим. Вот, ребятки, сейчас бой с тенью. Вот сейчас делаю без ничего, разбрасываюсь просто, да. На следующий раунд буду делать уже с гантельками. Вот это, Саша, для тебя ты спрашивал, как улучшить вот, характеристики, скорость, да. Вот это гантели килограммовые, они как раз дают, да, тебе вот эту нагрузку такую небольшую, которая потом, да, перерастет вот, в улучшение скорости. Не сколько сил, а сколько, когда небольшим весом работаешь, это выносливость и скорость. Саша, тоже, когда отрабатываешь технику или разогреваешься,
Можно первый раунд сделать в спокойном темпе. Но можно... Вот. Но можно ускоряться, да? Вот, делаешь бой с тенью, да, и ускоряешься. Вот. То есть отрабатываешь то, что тебе нужно, то, что ты знаешь, да, что тебе надо отработать. Вот, отрабатываешь эти движения, эти удары. Вот. Скорость, конечно, темп надо поднимать. Скорость и темп поднимать в течение раунда. Добрый, ребят. Бонжур. Да, потихоньку, я так и говорил, Саш. Потихоньку. Вот. Темп меняешь. Вот, нагрузку. Ну, иногда надо резко. Так же точно, как и бег. Иногда надо резко, да, взвинчивать темп, потому что это надо при атаках, при уходе с линии атаки. Вот, сейчас буду с гантелями работать. Вот, и гантелями, когда работаете, да, тормозить не надо. То есть руку выкинули, вот, нигде ее придумывать, да, ограничения не надо. Выкинул, вот, она вам гантеля как раз полную траекторию даст. То есть можно единственное, что в конце сжимать ручку. Вот. Но я не сжимаю, редко сжимаю. Вот когда-то такая тема вот поднималась, ребята писали, что надо сжимать. Сжимать надо, но как ты ее сожмешь, если у тебя рукоятка, да, от гантели. Вот. Как-то так.
Вот. Так, Александр, работа с гантелями, да, тоже темп меняем. Вот. Технику тоже надо отрабатывать. Ну, с гантелями уже лучше, я думаю, скорость. Ну, потому что она даст вес, даст именно гантели, он даст ту траекторию, да. Если где-то ты не дотягиваешь, гантеля чуть-чуть с весом тебе поможет дотянуть. Вот. То есть руку нигде останавливать не нужно. Спасибо, ребята. Спасибо за комментарий. Уже третий. Уже третий, Саша. Эта резина тоже специально. Вот. Тоже хорошая. Это борцовская. Ой, борцовская, я говорю, боксерская. Вот. Я очень довольный. И уже давно она у меня. Вот тоже делаю. Бой с тенью ей догружаю, да. Тоже, Саша, для скорости тоже резина полезна. В принципе, все нагрузки, да, небольшими весами, они все предназначены для улучшения скорости, вот, тайминга. Фу. Вот. Спасибо за лайки, ребят. Вот сейчас будет раунд с резиной. Да, Саш, я покажу. Я тренировался, да, ушел. Ушел полностью, Саша, не читал.
Ребята, пока не успел, может где-то кому-то ответить. Защита, вся работа, вот, локтями. И голова, и корпус. Везде защищаемся, вот. Вот, атака, сразу, когда делаешь атаку, уже сразу уходишь с линии. То есть сделал атаку, это тебе уже сразу атака с защитой. Вот, либо же уход на ножки, на передний. Удар кинул, отпрыгнул. Удар кинул, отпрыгнул. Вот, поменял стоечку. Можно, вот, назад смещаешься, сделал срезку. Вариантов очень много. Да, я сделаю, Саша. Вот, я сделаю. Я обычно всегда тренируюсь. Вот, ногу поставил, развернулся. Я всегда так тренировался. Но еще я практиковал. Вот, ребята, сейчас я приду. Еще я практиковал на пятке разворот. Ребята, сори, отходил на одну секунду. Да, Саш, покажу. Вот. Будет время. Ну, ты видишь, я ж видео делаю потихоньку, да, такое. Делаю так, как сам начинаю. Вот начал с утра, да, делать. Видео вот сделал. Там, где я начал с утра делать на мелкую моторику, на грубую, на реакцию, пробежки. Сразу сделал видео. Вот. Да, будет время, я сделаю, конечно. Есть прикольный, кстати, циркуль. Вот. Шагаешь на пятки, разворачиваешься. Я когда-то так, ну, я и сейчас бывает так делаю, когда уже, да, сил нету, разворачиваешься на пятки. Вот, работаешь на пяточке. Вот, полностью развернулся. Вот. Ну, честно говоря, срезки, вот, ну, если примерно с таким же, как ты, встретился. Ну, там можно и чуть-чуть отталкиваться. Ты имеешь в виду про сайдстеп, да? Вот, назад отход. Ты сайдстеп имеешь в виду? Не-не-не, я по-разному делаю, Эдж. По-разному делаю. Ну, удобней. Если ты хочешь полностью развернуться, то удобнее на пятку становиться. Вот, ты назад идешь и сюда полностью развернулся, если начал по кругу заходить. Вот. Потому что может сюда смещаться, ты идешь, да? Вот, сюда развернулся и здесь. Вот, то есть уже надо по ситуации смотреть, где удобней. Но именно конкретно на пятке нет. Конкретно не надо так учиться на пятке разворачиваться, не надо. Это уже, знаешь, уже когда резко надо тебе резко прокрутиться. Вот. Да. Вот. Так, сейчас, ребята, еще у меня... Пожалуйста, Саш, да не за что, брат. Вам тоже спасибо, ребята, что приходите. Вот сейчас... Вот, сейчас тоже на ноги резина, раунд будет. Вот, чисто ноги загружать буду. Ой. Ну, я всегда его вообще, Саша, называл
это упражнение срезка, да. Ну, как срезаешь, да, идешь, раз. Вот. Это недавно мне парень написал, говорит, это называется сайд-степ. Я и не знал особо. Слышал, но я не вникал, как оно по-английски называется. Все равно все сводится к тому, что самое главное, это, да, балансировать вес. Вот. Да, переброс веса с ножки на ножку, да, пружинка. Вот. Фу. Спасибо, брат. Спасибо. Спасибо взаимно, Саш. Не знаю, я не могу тебе сказать, потому что я не знаю, от чего кайфуете вы. Но я чувствую, что не от того, от чего я. Поэтому навряд ли наши кайфы похожи будут. Я получаю от тренировок удовольствие, да, вот, от тех, которые я делаю. Не знаю, от чего вы, ребята, получаете. Вот. Каждого разный, наверное. Разный, наверное. Саша, спасибо большое. Спасибо большое, Саша. Тебе взаимно, брат. Все взаимно, друг мой. Вот, ребята, сейчас делаю, загружаю уже полностью. Сейчас делаю резина плюс гантели. Вот, резина, гантели. Сегодня что-то тяжело у меня пошло. Лишнего веса набрал, отдыхал 4 дня. Вот, ну ничего. Для этого мы и тренируемся. Вот, тяжело в учении, легко в бою, как говорится. Спасибо, ребята, за лайки. Надо больше бегать. Сейчас вот и гантели, и резина. Тоже для функционала. Потом руки летают намного быстрее.
Микрофон улетел. Да, Эджи, главное желание есть, это уже полработы. Молодец. Мне нравится твой настрой. Вот так всегда и думай. А то, что там было, то уже все, об этом думать нет смысла. Надо думать над что дальше, как улучшиться. Я не знаю, ты был или не был, я рассказывал ребятам, что ты заходил. Вот я тебе не ответил, я там целую лекцию читал. Сейчас я паузу поставлю. Я там целую читал лекцию. Эджи, ты что, брат, духом не падает, это все мелочи жизни. Проигрывали все, и поверь, тоже у всех были разные случаи, сколько людей, столько и историй. Вот. Да, так что, ну, я тебе сейчас говорю, что то, что было, уже оно уже прошло, все, уже этого нет. Выводы сделал и дальше двигаешься с новыми силами. Вот, готовишься к новым соревнованиям, к новым достижениям. Вот, ребята, сейчас буду все вместе одевать, взял чуть-чуть паузу. Вот, потому что что-то я набрал чуть-чуть веса. Вот, сейчас отдохну пару минут. И будет еще раунд резина, гантели и резина на ноги. Загружены ноги и... Молодец, молодец, молодец. Вот. Да я что-то сегодня не знаю, то ли погода чуть-чуть, или вес лишний набрал, не знаю. Короче, начинаю жаловаться, сейчас полтренировки не доделаю, у меня еще полтренировки. Вот, не, все четко. Спасибо, ребята, за лайки, за поддержку. Вот. Так что вот, всем тоже хороших тренировок, кто сейчас пойдет. Бонсари. Месси. Да, люди ходят, заглядывают. Думают, что это за кадр там скачет с гантелями, с резинами. Дедуган шел тут местный, я его ни разу не видел. Встал, 5 минут смотрел на меня. Не, ну а что, пример? О, Александр, я тут жалуюсь на то, что я уставший, что у меня много веса. Вот. Фу. Сейчас буду, Александр, вот я думал, вас не было, вы уходили. Вот сейчас буду загружать полностью резина, гантели и резина на ноги. Один раунд делать. После этого вы... И потом буду делать 2 раунда без ничего. То есть после того, как вы постепенно загрузились, вот это крайние раунды без ничего делаете, да, чтобы почувствовать вот эту... Когда ты работал с весом, с резиной, с гантельками, сделать обязательно в конце раунд 2 без ничего, и вы почувствуете вот этот эффект. Вот, сейчас буду делать полностью.
Спасибо, взаимно, ребят. А что тяжелый, Саш? Что тяжелый? Нормально, я ж тренируюсь. Я так и тренировался. Это еще я даже форму не набрал. Это еще, Саша, я даже не набрал форму. Да, это ребята, некоторые приходят тренироваться ко мне, вот кто играет тоже. Ну, это ж поле, баскетбол, футбол. А, хорошо, Саш, я скажу. Ага. Guys, hello, people for hello.
Guys, speak for me. Hello. Hello. Uy! Uy! I don't. Hello. О, ребят, молодежь тоже тренируется, футбол играет. Друг, и тебя? Друг, тебя, если смущают мои зубы, да, ты ж на них смотришь. Если смущают, там есть у меня PayPal, Boosty, вот, Patreon. Вот, можете проспонсировать, я сделаю, поремонтирую. А если нет возможности, то обсуждайте. Вот там свои достоинства. Я думаю, у вас их очень много. Раз вы вот, людей других обсуждаете, я думаю, у вас очень много достоинств. Просто, наверное, некуда девать их, скорее всего. Да, и сейчас вот, работаю, разбрасываюсь 2 раунда. Вот, после того, как загрузился полностью уже, да? Вот. Два раунда разбрасываемся. Вот. Вот, чтобы эффект. Вот как раз после вот, загрузки, да, как загрузили гантелями, резиной, вот очень чувствуется потом, да, эффект. Вот, поэтому, ребята, рекомендую такие делать упражнения, да, когда полностью нагружаете вот, весом дополнительным, резиной, гантелями. Потом крайние раунды работаете вот уже без веса. Очень это чувствуется. Вот. Нет, 3-4 раза в неделю, наверное. Саш. 3-4 раза в неделю. Вот. Что, в день это много, 3-4 раза. Ну, имеется в виду 3-4 раза в неделю. Да. Можно дома ходишь, когда тренировки нет, отрабатывать. Вот.
А чё опять? Он же, по-моему, у Хейни выиграл перед этим. Фух, слава богу. Вот, все, бой с тенью закончил. 8 раундов. Вот, ребята. А я не знаю, Эджи, там было 3 боя, да, Теофимо Лопес, Барбоза, Гарсия с кем-то. Не знаю, хотят помочь, наверное, Саш. Ну основная масса почему? Потому что это единственное их достижение в жизни. Они за деньги вставили себе зубы. Вот, только ж мозги и здоровье за деньги не вставишь, брат, понял? Поэтому, 70% из этих людей просто сделали себе зубы за деньги, и кроме них, у них больше нету ничего из достижений, понимаешь? Я так думаю, брат. Вот. Может, хотят, знаешь, хотят помочь, да, но стесняются. Поэтому я специально там сделал. Вот, кому не нравится. Мне вообще по барабану, я ем нормально, разжевываю, да, со временем сделаю. Но некоторые уже в 30 лет новые у всех стоят. У меня в 40 еще свои зубы, да, какие есть, такие есть. Мне вообще по барабану, отвечаю. Друг, пусть пишут, какая разница. Если пишут, если и мои зубы, то при чем? Это уже хорошо, да. Хейтеры, это ж, брат, тоже это нормально. Вот. Так что мне все устраивает, слава богу. Вот, все, что происходит в моей жизни, я благодарю Бога за это. Вот. А у людей свои, знаешь, там проблемы свои, какие-то внутренние переживания, и достижения, естественно. Вот. Надо, знаешь, сделать объявление. Вот, кто постоянно это пишет, да я скоро накидаю шотсов, у меня там есть. Да, чтобы скидывали свои голливудские улыбки, да, допустим, раз, и улыбка голливудская, вот. Чтобы веселее было как бы. А может, действительно кто-то переживает, знаешь, люди есть же разные, я же всех под одну гребенку нельзя, да. Вот, может, кто-то переживает. А у меня врожденная, да, у меня... Я не захотел делать, да, я был маленький, я такой кипиш там засаживал в больничке, я помню, это очень редкие случаи, которые я помню, но это я помню, меня тянули родители, надо было делать брекеты, я не давал просто, я кричал, там дрался, бился, бегал по этой больнице, меня раза 3 возили и отказались. Вот. Так что у меня вообще нижняя челюсть вперед выдвинута, понял, она вперед высунута. Вот. Не знаю, мне нормально, короче, да, буду со временем делать, конечно. Вот, со временем буду делать. Вот, ребята, сейчас буду делать провороты корпуса. Вот, провороты корпуса резиной борцовской. Вот это упражнение тоже для ударки. Вот, хорошее для проворота корпуса, да, как общеукрепляющее. Да, у меня давно уже все поделаны.
Вовремя я убрал. Вовремя я убрал. Ну, у вас же там на час позже. Здесь темнеет позже. Здесь 9 часов темнеет. Все, и на другую сторону тоже. Вот тоже такое общеукрепляющее. Да пусть бегают, брат, они тоже люди, им где-то надо тоже заниматься. Вот. Здесь много. Вот. Много разных национальностей. Они нормально, дружно играют с бельгийцами, все вместе. Ну, тут уже долго они живут все почти. Это, ребята, упражнения, да, для проворота корпуса, вот, для удара, да, тоже. Ну, оно как общеукрепляющее можно, да, для торса, вот, для ног, хорошо загружать ноги. Вовремя я убрал, уже 20 раз туда попали, где стоял. Speak me? Ну. Вот сейчас, Саш, вы там смотрите. Буду сейчас делать выброс на прямые, то, что я вам советовал, да, для улучшения скорости. Вот сейчас буду делать это упражнение. Вот я его делаю суперсетом. Да, я его делаю суперсетом 50 раз. Максимально, да, как можно быстрее. 15 секунд отдыха и еще 50 раз. Я сейчас вам покажу. Ну, не обязательно вам, ну, если вы его раньше не делали, можно начать там с 20, допустим. А я ее обматываю, эджи обматываю вокруг, да, чего-то. Вокруг чего-то обматываю. А ручки сделал со старого эспандера железного. Такие деревянные ручки плотные. Знаешь, раньше эспандеры были железные. Вот. Одел такие ручки. А если креплю дома, то с обычного эспандера, там в эспандерах есть крепления. Эспандеры с креплениями, знаешь, такими продаются в двери, их вставляешь. Такие бочоночки мягкие. Вот или так креплю. Ребята, эфир здоровья, блок о спорте, бокс, бодибилдинг, легкая атлетика, кроссфит. Все о спорте. Вот, приходите, подписывайтесь. Кто хочет начать тренироваться, не знает чего, не знает как, я рассказываю, делюсь своим опытом. Вот, приглашаю тоже спортсменов, людей, кто тренируется, для обмена опытом. Вот, тренировки в прямом эфире стараюсь проводить, да, чтобы подсказывать по своим комплексам, тренировкам. Вот. Сейчас буду показывать, Саш. Вот эджи, видишь, я его креплю, обматываю вот вокруг, просто вокруг деревяшки. Вот. А дома на крепление. Хорошо, спасибо, Саш. Вот, становитесь подмышки, резина, да, становитесь во фронтальную стойку и максимально, ну, такое напряжение надо делать, чтобы вам не тяжело было, чтобы вы там со всей сил тянете и растете. То есть нагрузка должна быть
Я ее называю комфортная, да, чтобы вы могли выбрасывать. Она должна быть, но она должна быть комфортной. Вот, все, поехали. Вот это тоже, пожалуйста, Эджи, это тоже такое упражнение. Вот оно и на скорость положительно. Вот. Ну, силовое, я их силовыми называю, эти упражнения, там, где хотя бы чуть-чуть нагрузки я даю. Я эти тренировки, эти упражнения называю силовыми. Вот. Вот сейчас 10 секунд еще отдыхаю, делаю суперсетом. Сейчас 54 раза сделал, еще буду делать столько же где-то. Вот. Вот это такое упражнение. Оно и для скорости, и для силы полезно. Фу. Вот. Вот это тоже, Саша, такое. Можно начать. Можно его делать эспандером. У меня там в описании так и написано, да? Выбросы эспандера, либо же резины на прямые. То есть это оно как общеукрепляющее упражнение. Ну и, соответственно, наш на удар, на скорость, на силу тоже. Потому что ты делаешь выбросы, как прямые удары, да? Вот. Ребята, эфир здоровья. Блок о спорте, бокс, бодибилдинг, кроссфит, легкая атлетика, бег. Вот различные комплексы. Вот. Кому интересно, подписывайтесь, кто хочет начать тренироваться, не знает с чего, рассказываю на своем канале. Вот очень много информации для самостоятельных тренировок, комплексы. Вот. Есть основы бокса для начинающих, кто хочет. Не знаю, Саша, завтра чуть-чуть другие дела. Завтра, наверное, у меня будет бег. Ну, я не снимаю, а смысл? Вот вчера у меня было утром бег на носочках и там на моторику, на реакцию тренировка. Я снял видео, да, чтобы людям выложить, чтобы кто-то, может, захочет заниматься. А завтра я, скорее всего, сделаю кросс. Ну, смысл его снимать? Я потом расскажу, да, я под горку завтра планирую побежать. Есть такой бег специальный на горку. Вот на горку, с горки, по пересеченной местности. Вот, бег на носочках. Потом будет как-то видео, я расскажу обязательно. Вот. И еще сейчас буду, Саша, показывать. Сейчас сделаю провороты корпуса, я буду показывать. Вот, молодец, Эджи, правильно, для ног полезно. Меняй только. Меняй. Да не знаю, пока не думал еще. А может, вообще завтра отдохну. Ну, в субботу будет точно силовая тренировка, потому что 2 недели я пропустил, будут гантели. Вот. Сейчас проворот корпуса, ребят. Вот, делаем еще проворот корпуса. Это тоже тренировка силовая. Я ее тоже считаю силовую, но это больше на выносливость, да, на скорость. Вот. А это будет в субботу будем делать именно силовую, там с гантелями, да.
именно уже конкретно на силу больше там будет упражнений. Вот. Да, Саша. Ну, я вообще готовлюсь, да, у меня есть, я подал на соревнования свои данные. Спасибо, Саш, спасибо большое. Ну, я ж думаю, да, и толковые же упражнения, и тренировки даю, да, что можно и научиться. Вот, поэтому, конечно. Ну, вы делаете то, что вы знаете, Саш. Вот, я делаю то, что я знаю, вы делаете то, что вы. Ну, я имею в виду, вы запланировали, значит, вы знаете, что так надо сделать, да? Вот. А моя задача... Вот, Саша, я имею в виду, что если хоть, ну да, есть такой план, конечно, конечно, приглашайте, а вдруг кому-то понравится, потому что у меня цель такая, да, я ничего другого не умею. Ну, я шучу, это прикол такой. Ну, я имею в виду, что это вся жизнь моя, да, это вот эти тренировки, соревнования, ну, я имею в виду, то, что я делаю, это я занимаюсь этим всю жизнь, поэтому я думаю, людям будет интересно. Эджи, пока нет, пока никакой информации нету. Вот, сейчас, одну секунду, ребят. Пока никакой информации нету, я во вторник поеду, потому что у меня здесь там свои, да. Да, я сейчас дотренируюсь, у меня же план свой есть, да, я сейчас вот апперкоты хочу вам еще показать, да, какие можно резиной, может пригодиться. Тоже суперсет. И побегаю чуть-чуть с ребятами, конечно, это полезно. Вот. Пока тишина, Эджи, жду, пока тихо. Ну, это вообще сказали сейчас 90 килограмм проблематично, либо же меньше, либо больше, да, то есть или до 82, либо же больше 91. Ну, это всегда был такой вес не очень. В нем мало всегда было желающих. Но я не буду поднимать, зачем оно мне надо. Вот, я там уже сейчас себя не очень хорошо чувствую, когда 100 килограммов вес, мне не нужно это. Тем более рост 1,81 м, 1,82 м, зачем мне 100 килограмм? Вот, меня 90 устраивает вполне. Вот, ребята, теперь апперкоты, Саша, может вам интересно будет. Это тоже на скорость. Ох, ничего себе. Совсем маленький, Саш. Ты шутишь или действительно такой вес? Ну так зато чувствуешь себя, наверное, да, огонь. Лишнего нету, ничего. Тут всю жизнь идет, всю жизнь борешься с лишними килограммами, потому что расположено. Вот сейчас буду делать упражнение. Тоже оно делается как апперкоты, вроде бы закидываешь. Да, тоже борцовская резина. Я тоже суперсетом делаю. Делаю 50 раз, отдыхаю 15 секунд и делаю еще 50 раз. Тебе 13 лет, Саш. Ничего себе, размышляешь уже. Ну, я не думал, что тебе 13 лет. Класс. Прикольно. Ну, или ты шутишь? Ты шутишь? Серьезно? Молодец. Я очень приятно. Ну, как бы, я имею в виду, что такие ребята грамотные, да, уже в таком раннем возрасте, это очень хорошо. Вот. И интересно тоже, да. Ну, как бы неожиданно, скажем так. Вот я думал, что ты постарше. Ну, хорошо, я думаю, очень много интересного
вот, из спорта, вот, найдешь для себя. По крайней мере, все, что я делаю, да, я много раз проверил, много раз использовал, да, в своей практике, да, и тренировках, поэтому вот, я думаю, будет результат. Ну, я не, как бы прям не думал, сколько Саше лет. Ну, думал, ну, 30, может быть. Ну, в этом районе, да, 30 плюс-минус. Ну, как бы я не вдумывался прямо, но потому как ты разговариваешь, как ведешь себя, тебе не скажешь, что тебе 13 лет. Ну, но это ж неплохо, понимаешь? Но спешить взрослеть тоже не надо, Саша. Фу. Молодец, Саш, молодец. Молодец. Ой. Я в твоем возрасте футбол, баскетбол бегал, но уже первый раз пошел на бокс, кстати. 13 лет. Молодец, мне очень приятно, что вот, молодые люди, подрастающее поколение, грамотные, вот, образованные. Это очень хорошо, я очень рад. Вот. Я в твоем возрасте уже первый раз пошел на бокс. Еще был тренер такой, старая школа советская. На тренировке, я как сейчас помню, мы пошли. Ну, у нас компания была там, да, дружили мы, ребята. И вот я единственный. Все во время разминки уже в туалет пошли, потому что такая разминка только была, что уже рвать ходили. Ну, люди не выдерживали. Я единственный со своей компании выдержал разминку и дальше продолжил тренировки. Молодец, класс. Поздравляю, Саш, молодец. Вот. Я был у вас в Закарпатье, в Збаражі в 2021 году. Там были соревнования в Тернопольской области. Вот Кубок Украины был в памяти Александра Слесарчука, по-моему, тезка твой, вот его нет. Ну, это его памяти были соревнования. Free Fight, бои без правил. Вот, ездил. Ну, что-то меня, короче, оборвало. Ну, не то, что оборвало, как бы не было там по боксу особо в то время, куда поехать. И я что-то решил себя попробовать. Я же борьбой занимался, да, и смешанными. Вот, так ездил. Так что, ну, вообще понял, что это ноги, бить людей ногами и так далее, это не мое вообще. Ну, и сам не хочу получать тоже. Вот. Так, сейчас мы делаем заминку. Спасибо, Саш, ты тоже молодец. А языки учишь какие-то? Ну, я имею в виду там английский, немецкий. Еще я и немецкий чуть-чуть знаю, и английский, и французский, и польский, и русский, и украинский. Короче, потихоньку развиваюсь, да, ну, хоть и 40 лет, но тоже стараюсь. Ну, чуть-чуть, да, были тренера, Эджи, были, брат, тренера у меня, ну, которые рукопашные преподавали, ну, и знакомые есть, да, то есть, ну, круг, как сказать, круг и общения, и разновидности всяких знаний, да, он имеется, но я отдалился чуть-чуть от борьбы, от дзюдо, от борьбы, вот, от смешанных единоборств, да, я ставил чисто бокс, вот, чисто бокс уже как, да, уже спорт, который вот со мной, уже его оставил, сколько смогу заниматься, столько и буду заниматься, вот, ну, его рекомендую, потому что, ну, не знаю, я получаю удовольствие от бокса, вот. Да-да, я ответил, Саша. Ну, прям, чтобы заниматься нет, но пробовал, боролся с дзюдоистами, да, и там различные были киокушинкай, джиу-джитсу, чем мы только не занимались, это 90-е годы, 90-е годы, 2000-е, на много секций со многими такими людьми пересекался, потому что всегда так в спорте, да, то в борьбе был, то в боксе, и, ну, ты, когда, да, тренируешься, ты с такими людьми, чем ты занимаешься, ты тех людей притягиваешь, да, поэтому так получалось, вот.
Вот. Ну, дзюдо хорошее. Ну, это что же, броски, захваты всякие, там на себя подтянул, перекинул. Ну, я профессионал, ну, как бы я сильно не вникал и сильно не уделял внимания именно конкретно дзюдо. Это просто было как, да, в смешанные единоборства ты тренируешься, тот же Free Fight, ты занимаешься, тебе попадаются люди, потому что в Free Fight, в смешанные единоборства приходят люди с различных видов спорта. Ты знаешь, я не знаю, я стараюсь каждую тренировку свою. Да, я тоже ходил на карате, Саша. Я самое первое, мне вообще в карате самое первое ставили удар, это в карате еще листиком. Листиком с деревьев, листиком вот этого формата А4, это с карате все, с Японии. Вот. Да, у меня там вообще отдельная история. У меня сосед был президент Федерации Украины по карате, первый, это в 90-е годы. Он был дипломатом в Японии и президентом Федерации карате Украины. Вот. Эджи, я не знаю, не могу тебе сказать. Я стараюсь каждый раз загрузиться, вот, поскольку максимум могу, потому что нету смысла. То есть каждую тренировку стараюсь как-то, да, если тяжело, то делаю паузу. Если тяжело, то делаю паузу. Нет, друг, я ж не пью, брат. Я не пью, блин, не склоняйте меня. И, ребят, тут молодежи приходят. Ребят, не надо. Вот. Это эфир здоровья, пожалуйста. Ну, это шутка, я понимаю. Вот. Мы за здоровый образ жизни. Вот. Привет, привет. Вот, так что вот даже сегодня, да, тяжело было, потому что я чуть-чуть веса набрал, 4 дня была пауза. Я отдохнул, да, сделал чуть-чуть и все равно догрузился, добился. То есть это надо с годами, я не могу тебе сказать, да, я сейчас задумался. То есть я стараюсь каждую тренировку чуть-чуть. Порядок, все, слава Господу Богу, хорошо, как у вас дела. Стараюсь, Эджи, каждую тренировку чуть-чуть что-то улучшить. Хотя бы на 0,5%. Вот каждую тренировку загрузиться. Ну, вообще, ну, как бы, наверное, если так взять прям самые-самые тяжелые, ну, это, наверное, по боксу. Пока, да, не наработал ОФП, ну, общую физическую, да, подготовку не развил, да. Я очень тонкий, у меня было 60 килограмм в 11 классе, я был очень слабый в детстве, ну, очень хиленький был вообще сам по себе. Вот. Я там где-то в 10 классе уже так серьезно начал заниматься спортом. Но с детства занимался, да, и бокс, и футбол, и волейбол, и баскетбол, и карате, много разных видов спорта было. Но именно... Да что, нормальная реакция, что? А какая должна быть? Я ж с юмором тоже отношусь, не знаю. Не, я понимаю, что вы шутите, я же тоже шучу. Нормальная реакция, я думаю. Ну, да нет, тут бывает просто, знаете, я помню, вы же приходили когда-то в чат, в эфир, я просто, знаете, забегают такие всякие, да, и может быть реакция. Может быть. Да, уже просто кто-то там, ну, я не буду обсуждать людей, я не знаю, кто там заходит, вот им там видно все, да, с той стороны. Вот они начинают всякие глупости писать, и я, может, чуть-чуть, да, на автомате. Вот. Так что извините, если там, может, как-то вспыльчиво сильно, я не хотел. Сегодня нет, Саш, сегодня все уже. Сейчас вот провороты туловища еще делаю. На Новый год. Могу на Новый год вина, да. Или на день рождения. У меня день рождения через месяц ровно. Ребята, провороты туловища. Сейчас еще один подход финальный. Вот. Надо доделать уже то, что по плану было. То, что было по плану. Последний, крайний подход. Вот. Сейчас и поотвечаю, ребята.
Окей. Фу. Да, договорились. Да записался там на соревнования здесь на местные. В Нидерландах должны быть. Да еще даже еще не разогнался, еще не набрал обороты. Вот сейчас втягиваюсь чуть-чуть. Ну пока нету веса, пока мне не нашли. Ух ты! Фу. Тяжело, друг, тяжело. Вот молодежи говорю, что спорт это хорошо, надо всегда себя все в форме поддерживать. Вот 2 месяца погулял зимой. Кстати, не пил, не... Ну, приболел чуть-чуть там, дней 10 полежал, приболел. Но тяжело в этом году. Вот, после 40 все-таки чуть-чуть чувствуется тяжелее раскачиваться уже. Даже год назад вот так тяжело не было, как в 40 почему-то. Но я настойчивый, я все равно... Да не, брат, ну какая, не, слава Господу Богу, не. Ну, болел, просто, я не знаю, я думаю, что корона была, скорее всего, по признакам, да, коронавирус, наверное. Я в Грузию летал к друзьям, да, к крестнику, и там что-то приболел, вот, и вернулся, здесь еще лежал, ну, короче, недели 2 где-то. Вот, а может, перемена климата, я не знаю. Я знаю, брат, да я знаю, ради Бога. Я ж, понимаешь, если бы я бы тут косил, что я никогда в жизни там каплю алкоголя не выпил. Я наоборот, у меня есть опыт, я вот молодежи говорю, что он не нужен. Он не нужен. Можно выпить раз в год чуть-чуть вина хорошего с друзьями там или с родителями. Очень-очень раз в год, раз в 2 года. Вот. Ну, понимаешь, лучше, чем говорить, нельзя, ни в коем случае, никогда, потому что запретный плод сладок. Вот. Поэтому лучше пусть молодежь знает, что от него он не нужен. Но иногда, когда-нибудь, там раз в 3 года, в 2 в год можно выпить 150 грамм вина. Ну, то есть, но никуда не идти, ни на какие дискотеки, нигде никакие провокации не вестись. Вот такую информацию могу дать по алкоголю. А пить выпивал, конечно. Мне 40 лет, что это, ну, как бы, конечно, уже за 40 лет, ну, может, пару литров выпил алкоголя. Вот пиво пил, в Бельгии здесь пиво, но безалкогольное. Вот, но от пива очень быстро поправляюсь, поэтому раз в 3 месяца 2 бутылочки безалкогольного могу выпить. Там с рыбкой какой-нибудь хорошей. Вот. Все, ребята, тренировка закончена, слава богу. Всем спасибо, кто поддерживал, спасибо за вопросы. Вот. Спасибо за вопросы. Подписывайтесь, кто смотрит. О, класс, Игорек. Ничего, это раньше занимались каким-то спортом? Да, Саш, спасибо тебе тоже, друг. Мой юный друг, буду тебя называть мой юный друг. Да, спасибо, ребята, до свидания, приходите. Вот, я еще сейчас вот с людьми чуть-чуть пообщаюсь. Вот. Да, ребятки, спасибо, тоже всех очень рад был видеть, и спасибо за комментарии, за лайки. Вот, приходите, пожалуйста, я для вас это делаю. Делаю этот эфир
Привет, привет, ребята, всем привет. Да, все, ребятки, давайте, да. Не, я еще не прощаюсь, вот люди задают вопросы, я ж не могу отключиться. По поводу восстановления, после 40 лет хорошая, интенсивная нужна разминка. Чтобы было меньше крепатуры, чтобы было меньше молочной... Ребята, старайтесь. Да, Саш, давай. Ты, если что, если хочешь, записывай мне видео, скидывай, я буду тебе рассказывать, что тебе подправляют, там, может быть, да. Вот. Ребята, всем привет, всем доброго вечера. Да, я сейчас побегаю чуть-чуть. Вот. Да, спасибо. Ребята, поэтому рекомендую, кому за 40 лет, ребята, очень хорошую делайте разминку. У меня есть разминка, там видео, в каждом видео есть разминка. Я начинаю свои тренировки с разминки. Она очень эффективна, я рекомендую, я ее делаю очень много лет уже, одну и ту же. Не, сальто не сделаю, брат, не сделаю сальто. Вот, и я рекомендую хорошо прогревать суставы, конечности, да, сухожилия, связки. Спасибо. Да, я знаю, что уже нет. Ну, еще года 2 назад 30 давали, да, сейчас уже знаю, что... Ну, зато я чувствую себя, ребятки, нормально, слава Господу Богу. Вот. Ой. Поэтому, да, ребята, у кого крепатура, да, советую прогреваться хорошо. Или легенький кроссик, да, размялся, растянулся, поработал, начинаем с головы, заканчиваем ножками, поразминались, поделали, все, растянулись, сделали дыхательные упражнения и пробежались километры, потом начинаете делать тренировку. Сейчас. Так. I play. Yes. Oh, what's my command? What? Yours. You. My. Что? You. Okay. Okay? Yes. Look. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Okay. Да, ребята, это же заминка, игровые виды спорта, это надо делать. Игровые виды спорта обязательно. В начале, в конце. Все, гол один есть. Совсем малыши многие. Кто я тут выбежал? Дед выбежал играть в футбол с детьми. Сзади... Дедуган выбежал поиграть в футбол с детьми. Называется. Начал косить сразу, типа уставший там, типа ему надо вытрусить кроссовок. Вот сразу начал косить. Жесть. Да, это потихоньку. Вот.
Игорек, потихоньку это со временем оно пройдет. Где-то надо месяц, после 40, месяц-полтора. И нагрузки давай небольшие, небольшими весами. Сильно большие веса делать не надо. Начинай с маленьких весов, 5 подходов, минимум по 10 повторений, если это гантели, да, или же железо. Вот. Или занимайся, старайся своим весом. И хорошо прогреваться нужно, хорошо разогреваться. Вот, разминку делать. Тогда будет меньше крепатуры. Вот. Когда будет организм уже подготовлен, да, к тренировке. Вот. Спасибо большое, Саш. Тоже всего хорошего, да. Вот. Попутного ветра, да, с Богом, ангела-хранителя. Я еще побегаю чуть-чуть с ребятами. Спасибо. Ау! Окей, ну. Так, 10 минут еще заканчиваем. О! Чуть не разбил, чуть свой же телефон не разбил вместе с устройством этим. Спасибо за лайки, ребят. Кости, сыр, молочка. Есть сера МСМ. Такой препарат. Ну, он полухимический, но я его пью. Он укрепляет суставы. Вот, для костей полезный. Сера МСМ. Вот, я его пропиваю. Это единственное, что я такое. Ну, это сера вообще. Это не прям химия, но оно как-то там делается. Вот, но оно считается безопасным и полезным для костей, для хрящей. Особенно в таком возрасте уже, да, за 40. Вот в таком, как я, да, и тут ребята, кто приходит. Да, ну, лучше сейчас суставы некоторые, да. Вот у меня с руками были, ну, понятно, что бокс. Вот, были некоторые нюансы в локтевых. Не, помогает, помогает. Помогает, но у меня попроходило, вот я месяц где-то пью. Ну, я не только ее пью, я там пью рыбий жир. Вот, витамин С, гинкобелобу, женьшень, спирулин. У меня там целое есть видео там в профиле, я рассказываю. Вот, у меня определенные там, да, я по определенному с утра делаю определенные, да, там процедуры. Вот, но пропиваю, ты понял. Вот, периодически. Ну, раз в месяц пью, месяц не пью. Вот так делаю. Месяц пью, месяц не пью. Да я ногами не работаю. Опа, опа.
Вот, сказал, я ногами не работаю, побежал. Вот. Побежал, ударил. по мячу. No go. Но? Play. Play? No go, no go. Ну, окей, все. Мухаммед запретил мне с вами общаться. Вот, поэтому все. Говорит, или тут, или все, или иди нафиг. Поэтому... Ух ты! Фух, я снова чуть не раскрушил только что телефон. Это жесть. Только что телефон чуть не раскрушил. Бинтоваться. Спасибо, Сергей, спасибо. Да, ребята, ну ничего, это наживное. Главное, эмоции, да, позитивные с молодежью. Вот. Побегал чуть-чуть в футбол. Ребята, спасибо за пожелания. Тоже приходите, подписывайтесь. Я стараюсь делиться, да, своим опытом в спорте. По поводу бокса, это же бинтовка рук. Вот. Это разминка тоже хорошая. Вот, техника выполнения. Вот, обязательно надо, если хотите начать заниматься, надо подготовить свой организм. Да, надо научиться вес переносить. Надо научиться разворачивать корпус, потому что бездумные удары в грушу приводят к травмам, ребят. Это я вам и со своего неудачного опыта, и с многих, да, людей, потому что в молодости, да, грушу увидел, что попало на руки, одел, или вообще ничего не надевал и пошел ее бить. Ну, это у всех, это не то, что у меня или там у него, это многие так делали, поэтому вот я молодежи первое, что начинаю рассказывать, это техника безопасности, это бинтовка рук, это перчатки нормальные, вот. Это разминка хорошая, разминка кистей, разминка связок, разминка сухожилий. Да, Игорек, а как нет? Так для этого и эфир. Для этого эфир я это рассказываю людям, то, что я... Ошибки это первое, да, то, что я неправильно делал, то, что я переучился, то, что где я допускал ошибки, это первое, о чем я здесь рассказываю. Для этого эфир сделанный, брат. Вот. Ну и понятно же то, что там достижения, то, чего добился, то, что... Нет, друг, мы же договорились. Мы же договорились с тобой на Новый год или на мою, или на твою днюху, короче. Будешь в Бельгии, пиши мне, Влад, что ты... Потому что я пока здесь, ребята, пока здесь. У меня тут чуть-чуть планы там есть, да, свои. Вот. И тут и родственники. Дочка недалеко живет, пока не вижусь. Но... Вот. Спасибо, ребята, всем за комментарии. Да, вот буду уже заканчивать, потому что прохладно, я мокрый весь, насквозь. Вот. Всем хорошего вечера, ребята. Всем рад. Подписывайтесь, приходите. Вот, эфир здоровья. Будем общаться о тренировках, о программах. Вот. Все, всем пока, ребята. Да, в субботу будет тренировка силовая. Да, буду готовить хорошие упражнения. Увидимся. Все, пока. Пока.